Мы находимся на главной площади города Ольянтайтамбо. Точная хронология строительства города в настоящее время неизвестна. Часть построек в современном городе датируется концом 15 века. Когда испанские конкистадоры летом 1536 года подступили к крепости, на них обрушился целый град камней и стрел. Вдобавок, индейцы затопили подходы к террасам, отклонив воды близлежащей реки. После всего 2 дней осады испанцы вынуждены были бежать от стен крепости, единственной, которую им так никогда и не удалось захватить. Однако спустя некоторое время индейцы сами покинули свое неприступное укрепление и сдались на милость завоевателей. По дороге встретились 2 крупных камня. То ли их не натащили до самого комплекса, то ли они каким-то образом оттуда переместились на дорогу. Похожие выемки есть на блоках в Саксоямане. Nosotros, original de aquí, Ollantaytambo, sí. En Ollantaytambo tenemos antigüedades nosotros. Да, muchos. Sí. Я возьму. 50 le doy. Esto es el único vestido ceremonial. Es la chacana también, la cruz. Chacana. Inca Cruz. Inca Cruz, ahí está. Chacana quechua. Chacana quechua, no inca. Chacana es quechua. Chacana. Sí, Cruz Inca español. De paso 40. 3 cielos. What is it? Is it the handle? Sí, el mundo de arriba, nuestro mundo, la serpiente mundo de los muertos. How to use it? Is it like a handle? Это тоже оригиналы, да? Это, вот, смотри, вот до сюда. А сюда уже наводил. Son originales. Так, и чтобы... А где она их нашла, говорит? Все отсюда. 40. В Ольянтайтамбо камни непонятным образом разбросаны внизу горы. Камни достаточно крупные, видно, что они раньше стояли где-то наверху, в кладке, но теперь они лежат здесь. По официальной версии, этот город был недостроен перед приходом испанцев. Возможно, его специально разрушали. Но зачем это делали, непонятно. Вообще, характер разрушений показывает на то, что это было сделано какой-то внешней силой. Либо взрывом, либо водным потоком, но вряд ли землетрясением. А это чисто инкская кладка на глиняном растворе. Некоторые камни взяты из упавших камней, и видно, что они сильно отличаются от многих камней, которые в инкской кладке. Они более крупные и хорошо обработанные. Но все это скреплено примитивным глиняным раствором. Как и многие другие древние памятники Перу, крепость Ольянтайтамбо сложена методом полигональной кладки. Чуть вдали располагается так называемый храм 10 ниш.
названный так по количеству трапециевидных углублений. Если предположить, что в эти ниши что-то вставлялось, тогда каким образом это что-то, как компьютер, либо еще какая-то технологичная деталь, могла ставиться при наличии вот такой выпуклости? Выпуклость явно не скошена. Где-то на каких-то нишах она скошена. Здесь всего их 10. А где-то она не скошена. Вогнутая стенка. Зачем надо было делать именно вогнутую форму? Огромные блоки подогнаны точно-точно, что нельзя даже в щели просунуть кусочек бумаги. Плюс камень вписан в скальное основание. Непонятное отверстие внизу камня. Видимо, оно использовалось для скрепления камней дополнительного. Сверху камни не выровнены. По мере знакомства с комплексом в голову приходит все больше и больше вопросов. Кем и когда строился комплекс? С помощью каких технологий обеспечивалась невероятно точная подгонка гранитных блоков? И что именно привело к разрушению комплекса? По всей видимости, инки лишь ремонтировали комплекс. Иначе как объяснить забитые мелкими камнями щели между крупными блоками, в то время как за углом стоят огромные мегалиты, идеально скрепленные безо всякого раствора? Вот видно на этом же камне такое же отверстие для, видимо, дополнительного крепления использовалось. Ну и опять же выемки на камне. Обойдем камень с другой стороны. Но с другой стороны таких выемок почему-то нет. А вот впуклое отверстие с другой стороны есть, как и на камне, лежащем ниже. Ну, это технология как бы стандартная. Давай я тебе Если проведу вот расчет такие- сопромата про этот Давай. бред. Нет. Сорвет, как я не знаю, там, как я у тебя нитку вот тут сейчас оторву. Дим, Вот Да эту ладно, массу. везде Дело в том, что античности они такие постоянно. как бы металлические На вещи всех найдены там. археологически. Ну, Археологи найдены. они точно не крепежный элемент. А что тогда? Есть даже, где они видно, фотографии, где они стянули. Не, ну я тоже могу сюда сейчас положить тебе металлическую, сфотографировать и сказать, это Два стяжка. блока, которые идеально. Да, ну тут и на срыв, и на срез срубает мгновенно. Но дело в том, что это далеко не везде. То есть Не, она есть не блоки, для основной, вот а здесь для дополнительной. полсотни для дополнительного блоков, крепления. на одном-двух есть следы, а остальные без стяжек получается. Вот с этой стороны скалы тоже хорошо просматривается, что камни были чем-то внешней силой какой-то раскиданы по склону горы.
Блоки валяются хаотично. Хотя и не в таком количестве, как на другой стороне горы, куда мы сейчас пойдем. Вот она, собственно, сама гора. А вот блоки уже на противоположной стороне горы. С этой стороны лучше видного направления возможного водного потока. Один камень вроде бы так и остался лежать в направлении воды. Остальные просто смыты вниз. И многие из них валяются на самой-самой-самой нижней площадке комплекса. Втопленный в грунт блок на одной из верхних террас. Явно не на своем месте. Справа и слева последствия водного потока. Якобы. Это все уже Ингская кладка. Ага. Забора никакого не стояло, да? Не было Никаких табличек, да? Не было? Не было. Вот камень с так называемой пластилиновой технологией. Если провести рукой, как будто рукой снимали камень. Имеет какой-то сверху странный желтоватый оттенок. С другой части скалы тоже есть следы разрушений водным потоком, похожим на водный поток, скажем так. Вот, пожалуйста, камень. Немножко вкопан в землю лежит. Пойдем посмотрим с другой стороны. Это же передней части этой скалы. Прямо под ногами лежат два камня, которые совершенно точно не должны здесь изначально находиться. Внизу на платформах немного просматриваются некоторые камни, которые тоже, возможно, упали сверху, с верхней части кладки. Не говоря уже о том, что вот эта вот каменная конструкция немного напоминает размытие. И здесь в нижней части явно не хватает камней в кладке. Так что версия водного потока вполне имеет право существовать. Направление потока в точности совпадает с направлением долины Урубамбы. Получается, поток прошел по долине и обрушился на комплекс Ольянтайтамбо, который стоял у него на пути. Возможно, древние легенды не лгут, и наш водный поток был частью тех катастрофических событий, которые наши далекие предки называли всемирным потопом. На склонах гор вокруг Ольянтайтамбо инки соорудили несколько зернохранилищ,
которые мы можем сейчас видеть. Они строились из необработанных камней. Чуть правее от хранилищ мы встречаем изрезанные скальные выступы, изготовление которых уже было не под силу инкам. Эти ниши демонстрируют высочайшие технологические возможности древних строителей. Видно, что камни некоторые приносились совершенно из другого места какого-то. То, что уже было сделано, инки просто здесь монтировали их в свою кладку. Одна из них выдолблена прям в скале, а вторая вставлена. Причем вплотную к той же самой скале. Имеется здесь и сетка, напоминающая ту, которую можно увидеть на ступеньках подземных переходов. Однако, в отличие от современных, здесь ширина режущей кромки диска была всего порядка миллиметра. Если бы все это делалось руками индейцев, следовало бы ожидать следов скалывания и обстукивания материала. Между тем, ничего подобного здесь не видно. Обработанная поверхность скалы, несмотря на наличие ступенек и выступов, довольно тщательно отшлифована. Причем складывается ощущение, что поверхность камня отшлифовывалась непосредственно в процессе удаления материала, так, как это происходит, например, при машинной обработке, когда гранит не скалывается, а срезается. Имеются здесь и следы, похожие на работу лопатой по мягкому камню.